Привет, друзья! Вы на канале Свистич. Меня зовут Ирина. Это канал о рукоделии и вышивке крестом. И я начинаю свой вышивальный влог. И в этом влоге будет обо всем. Будет рассказ, продолжение моей истории, кому она интересна. Будут продвижения по моим работам. Даже будет одна готовая работа. И всем, кому интересно, добро пожаловать ко мне на канал. Чтобы вам было удобнее и вы находили сразу то, что вам более интересно, я под видео оставлю в инфобоксе тайм-код, и вы можете сразу переключиться на ту тему, которая вас больше интересует. Приятного просмотра! Доброе воскресное утро. Похоже, можно открывать сезон вышивания на улице. У нас вчера днем так вообще до 28 градусов дошло. А на этой неделе, в общем, обещают африканскую жару до 30. Ну, это, конечно, чересчур в апреле. Но будем пользоваться тем, что есть, и наслаждаться вышивкой. А вот и вы насладитесь моими тюльпанами, которые уже скоро начнут отцветать. И черешни. Взяла повышивать свою эйфелевую башню в розах, и прикиньте, обнаружила вот здесь я вот этот листик, вот этот цвет и вот этот цвет. И вот здесь, и вот здесь, короче говоря, и вот здесь его надо вышивать в одну ниточку, а я вышила в две. И разница вот колоссальная. Посмотрите, вот как оно выглядит в одну ниточку, и как оно выглядит в две нитки. Короче говоря, это очень сильно заметно, и мне теперь придется все вот это вот все распускать. И как я не люблю это все распускать. Вот это распустить, вот это распустить. Оно еще ж по одному, по два этих крестика, блин. И вот здесь внизу у меня вот эта каша, тоже здесь я накоролесила, вот здесь. Короче, повышивала. Буду распускать. Надо заканчивать вышивать эту, я не знаю, россыпь. Я вот, видите, даже покажу вам, потому что я полдня просидела, вообще что-то незаметно, что я там навышивала. Навышивала я в общей сложности 300 листиков, но это не учитывая то, что я же вот это все распарывала, все эти зелененькие, и перешивала в одну ниточку. Ну, посмотрите, как она красиво смотрится в одну ниточку. Это, конечно, земля и небо с тем, что было, и это так оставлять как-то нельзя было, потому что эта вся воздушность и прозрачность в два крестика теряется. Вот смотрите, какие тяжелые здесь получается. Мне еще вот это все предстоит, но я уже не стала все пороть, потому что я бы все воскресенье только порола. Вот эти вот, практически все листики, кроме вот этих темных цветов, темные цвета в две нитки вышиваются, а все остальные, вот это светло-салатновые, салатновые, они должны быть вышиты в одну нитку. И вот это мне еще предстоит все распороть и перешить. Все равно, мне кажется, вот самое сложное — это вот эти вот незабудочки голубенькие на этой стороне. Короче говоря, это я только светло-голубым вышила, потом еще будет средний, еще темно, еще копаться с этими цветочками. Но уже хотя бы получше, потому что как бы есть основа, как бы есть, как это сказать, хребет, на который можно уже наращивать и не менять каждые два крестика нитку. И теперь я вот буду просто достраивать, вот как я начала вот этим темно-синим, у меня было светло-голубой вышит, я уже темно-синий
можно было как-то, как это, притулиться до вот этого. И теперь вот этот голубенький буду. Ну, на сегодня хватит, потому что я уже вижу, я начинаю ошибаться. А когда это начинаешь ошибаться, это дурное дело, потому заканчивается тем, что надо будет распарывать. Так что с этой башни на сегодня хватит. Вот так яблонька цветет. Сколько много на ней цветочков. Давайте, пчелки, опыляйте, чтобы у нас было много яблочек. Слышите, как жужжат? Захотелось мне повышивать мой хардангер, и посмотрите, что я сделала. Я не помню, в прошлый раз я вам, по-моему, показывала, я сделала сетку, и у меня уже был сделан, как это называется, вот этот рисовый стежок, вот этот лангетный шов, вот эти вот клостерсы, по-моему, так они называются. И я повынимала все эти ниточки. И теперь я вот 2 вечера, кажется, здесь немного, сделать эти бриды, обвить вот эти все. Ну, заняло как бы немного-немного, но 2 вечера у меня заняло это все мероприятие. И вот посмотрите, как это красиво сейчас выглядит. И, короче говоря, в первый вечер я сделала вот эти 2 окошка и начала вышивать этим. И такая я наивная, думаю, ой, ну сейчас я быстренько это закончу, и мне же надо будет следующий элемент. А все вот это, всю эту часть я делала по мастер-классу Юлии Шевчук, которая все тебе подробненько, я уже говорила, ты сидишь, она тебе рассказываешь, ты достаешь ниточку и шпаришь. Она тебе показывает, и ты просто за ней повторяешь, не задумываясь, не раздумывая, не смотря в эти инструкции, потому что там схема схемой, но там надо все читать описание. Все описание, понятное дело, на английском. Это же надо напрягать мозги и что-то там вычитывать, переводить. Ну, короче говоря, очень просто по МК. Но Юля сняла только до этого места, больше она не снимала. И я такая, паника у меня такая, ой, все пропало, что делать, что делать, что делать. Следующий стежок мне надо было выполнять. Вот этот стежок, вставлю вам картиночку. И я такая думаю, боже, я не знаю, как это делать, какими нитками это делать, куда бежать, что хватать. Ну, паника такая. Вместо того, чтобы сесть и подумать, там, нет, надо сразу запаниковать. И думаю, спрошу у Юли Крафт. Она наверняка знает, она все время эти хардангеры шьет, она наверняка знает, все она это делала. Я у кого-то, главный момент, я у кого-то этот шовчик уже видела. И это наверняка была Юля. Короче, пишу Юле сообщение, Юля, так и так, вот мне надо сделать вот такой шовчик. Ты не знаешь хотя бы, как он называется, чтобы я могла посмотреть, ну, по названию, как он делается. Юля такая мне отвечает, похоже на рококо. И потом мне пишет, ну так ты ж делала этот шов в павлинах. И я такая, ну короче, боже, я говорю, я побежала, взяла, достала своих павлинов. Ну и точно, делала я этот шов в павлинах. Вот они павлины, и вот он этот шов, пожалуйста. У кого я его могла видеть? Вот это вопросик, конечно. Вот этот шовчик мне надо сделать нормально. Короче говоря, я такая думаю, да, я-то делала, но буклет от павлинов я уже отдала. У меня его с собой нету. Опять же пишу Юля. Юля говорит, смотри, я буклет отдала. Она говорит, ну посмотрю, скину тебе схемку. Ну, ты же, говорит, делала по МК Юли Шевчук, ты ж можешь у нее посмотреть. И я снова такая, пам! Думаю, короче говоря, надо что делать. Памяти совсем нет, как это не прискорбно сообщить. Так что вот сейчас я хочу сделать, здесь будут 2 вот таких цветка, ну, в смысле, 2 эти розочки.
Шов этот называется бульон. Теперь я не забуду куриный бульон. Сделать 2 бульона мне надо здесь будет. Потом здесь в центре будут листики. Ну, короче говоря, сейчас предстоит самое красивое и интересное. И сегодня я хочу позаниматься именно этим. И потом вам покажу всю эту красоту. И я к вам с результатами моих работ на этом хардангере. Вот здесь я сделала мальтийский крест, вот здесь я сделала этот бульон стич. И вот здесь я сделала 3/4 цветка, называется. Ну, вот эти элементы я делала ниточкой, ну, которые предлагает дизайнер делать. Сейчас я покажу вам. Вот этой ниткой, кому вдруг пригодится. Вот так она называется. Вот такая она длинная. Но я делала этот цветок не так, как они предлагают. 2 сложения, 8-10 навивов. Чтобы получился вот такой объемный красивый цветок, мне надо было сделать в 2 сложения 20 навивов. Потому что 10 он получался какой-то маленький, ну, невзрачненький, некрасивый, вообще его не видно было. Я тут, пока я вышила первый этот цветок, я, наверное, раз 10 перепарывала, потому что я сделала, так как они написали, в 2 сложения 10 навивов, и, как я сказала, он получился маленький, некрасивый, и, короче говоря, распусти. А распусти, я думаю, может, надо потолще ниточку взять. Взяла в 3 сложения, сделала в 10 навивов. И они толкаются между собой, но все равно некрасиво выходят. Одним словом, я там, короче, методом проб и ошибок я вышла на вот эту комбинацию в 2 сложения, ну, 20 навивов. И, на мой взгляд, получилось очень даже симпатично. Записала видео, потому что, как говорится, чтобы больше со мной такое не повторялось, вдруг придется снова вышивать этот элемент, чтобы я не бежала к Юле и не спрашивала, как там его делать. Сделала вот этот элемент делается вообще-то вот этой ниткой, рекомендуется. Ну, как видите, я взяла другую нитку, потому что мне хотелось здесь сделать нитку с переходами. Вот эту нитку я взяла, но, честно говоря, сейчас я не уверена, нравится мне, как получилось, или не очень нравится. Но я решила с этим пожить немного и потом посмотреть, если что, переделать. Этот элемент оказался очень простой, его несложно делать. Остановилась здесь то же самое надо было сделать. Остановилась, потому что все-таки хочу все эти швы позаписывать видео, чтобы я там смотрела, там вверху еще много этих всяких разных этих шовчиков, чтобы уже запомнить, ну, если даже не запомню, посмотреть видео и посмотреть, как я это делаю. Конечно, записывать вот эту вышивку хардангера, ну, вообще записывать эти все так называемые мастер-классы страшно неудобно, там либо профессиональные надо какие-то установки, чтобы это все было хорошо видно, но качество такое себе. Ну, кому сильно надо, смотрите. И вот здесь, как видите, я начала уже вышивать эти листики. И опять же остановилась. Здесь вот надо будет еще 2 этих листика вышить, а посередине вот такой центр. Но вот здесь, если 3/4 этот цветочек, то там полностью вот такой цветочек надо будет проложить. Ну, короче говоря, я остановилась, потому что тоже хочу записать, как я делаю эти листики. И как это не смешно прозвучит, вот этот элемент мне дался хуже всех. Я не знаю. Во-первых, мне не нравится, как получается. Смотрите, какой он страшный. Я хочу это все переделать, распустить и сделать снова. Почему они у меня такие кривые, косые, я понять не могу. Ну, короче говоря, не знаю, что-то вот здесь пошло не так. Ну, вот этот я делаю по ключу, вот эти вот ниточки. Вот это цветная, это розовенькая ниточка.
Ну, видите, это она катоновая у меня на ней. А это Spanish Moss. Я взяла Глориану. Там тоже предлагается Spanish Moss. Ну вот из этих, из катоновых. Ну, я не стала уже покупать. У меня есть Глориана шелковая. Ну, как-то здесь что-то явно пошло не так. Я, наверное, должна затягивать потуже. Ну, одним словом, я это все хочу распустить и переделать. Вот такие были продвижения. Потом я немного вышивала на своем зимнем сюжете этот бэкстич. Ну, что-то этот бэкстич у меня так идет туго-туго, что я там много не навышивала. Даже не хочу вам сейчас это все показывать. Может, сегодня вечером еще повышиваю этот бэкстич. Если очень сильно повезет и у меня будет достаточно времени, надеюсь его закончить сегодня и уже распрощаться с этим зимним сюжетом. Вот. Ну, а пока все. Кому нужны эти видео, которые я сделала, как делать эти швы, оставлю ссылочку. Вдруг пригодится. До следующего включения. Ну что ж, друзья, пришло время повышивать сюазик, а значит и рассказать продолжение моей истории. Кому это интересно, оставайтесь. Кстати, кому-то это все еще интересно. Что-то я не слышу обратной связи, как-то, а в ответ тишина, поэтому дайте знать, продолжать мне это или это никому вообще не интересно, и я тут напрасно распыляюсь. Ну так вот, нож. Да, нож был такой хорошего качества, с деревянной ручкой, по виду очень тяжелый, с такими красивыми разводами на стальном лезвии. Я, как вкопанная, пялилась на этот нож вместо того, чтобы, как я не знаю, персонаж из «Ангелов Чарли» подпрыгнуть и левой ногой выбить из его рук нож, а правой заехать ему в челюсть. Ну или хотя бы на худой конец с криком ужаса развернуться и бежать. Я стояла зачарованная и пялилась на этот нож. Наверное, как те козы, знаете, которые в момент испуга падают, притворяются мертвыми. Я не упала, ну, я стояла окаменевшая и не могла оторвать свой взгляд от этого ножа. Я не знаю, сколько времени длился этот момент, ну, наверняка там несколько секунд, не знаю, минут, но мне казалось, целая эпоха прошла. Я так боковым зрением видела, как по дороге проносятся машины, в голове пролетали мысли, что было бы неплохо хотя бы попытаться остановить одну из них. Но я по-прежнему стояла в каком-то окаменевшем состоянии до тех пор, пока не поняла, что он вытаскивает из сумки что-то еще. К моему великому удивлению, это был голубой, мягенький, пушистый ангорки свитер, тот самый из манго, который он у меня забрал пару дней назад. Тут я очнулась и стала пятиться назад. Я сделала пару шагов и поняла, что он решил убить этот свитер, а не меня. И пока он яростно вонзал лезвие ножа в пушистую ангору, я уже рванула изо всех сил. Несмотря на 10-сантиметровые каблуки, я бежала, как на Олимпиаде 100-метровку, волосы назад, но при этом молча. Пробежав метров, наверное, 200, я поняла, что за мной никто не гонится. Я обошла квартал и зашла во двор с моего дома с другой стороны, держась в тени деревьев и смотря, нет ли этого придурка где-нибудь поблизости возле подъезда. В конце концов, я зашла домой, закрыла за собой дверь, выдохнула и начала обдумывать план, как же мне отделаться от такого кавалера. Мой план был гениально прост. У меня был приятель, муж моей подружки, он качок под 2 метра ростом, и у него кулак размером с мою голову. Я просто позаимствовала его у подруги на пару вечеров, он меня провожал после работы домой,
И это сыкло, видимо, поджидал меня где-то возле дома, но когда видел, что кто меня провожает, не появлялся. Но появился на следующий день у меня на работе. И тут его ожидал большой сюрприз. Он никак не мог ожидать, что мой приятель работает в отделе напротив. Так что он, когда его увидел, он такой остолбеневший был, такой же примерно, как я, когда я увидела нож. Ну, в общем, они отошли в стороночку, о чем-то недолго, совсем недолго поговорили, и все, человек испарился из моей жизни навсегда, и я надеюсь, слава богу, до свидания. Я больше его встречать не хочу. А в это время одна из моих подруг, ну, как бы жизнь продолжается не только у меня, а везде, она зарегистрировалась на сайте знакомств и вела активную переписку с несколькими претендентами на ее руку и сердце. Посмотрев на мое фиаско в любовной сфере, она предложила и мне зарегистрироваться. Но тут было несколько проблемок. Одна из которых я совершенно не знала английского. От слова совсем. Ну, не считая там my name is Ира, на что подруга сказала: да фигня, я тебе дам заготовки писем, ты там имена будешь только менять и все. Я такая наивная, говорю: а имена зачем менять? Ну, тут она меня просветила. Говорит: желающих будет море, а главное, надо сделать крутые фотки. Сделать тогда крутые фотки это было не так просто, как сейчас. Взял телефон, нащелкал себе селфи или подружку попросила, она тебя нафотографировала. Тогда мы к этому делу подходили серьезно. Мы набрали кучу шмоток, заказали фотосессию в студии и, меняя наряды, там нафотографировали кучу фотографий. Но план, должна сказать, сработал. Желающих действительно было много. Но если с первым письмом фокус сработал, и надо было просто поменять имена в заготовленном стандартном письме, то дальше пошло труднее. Они все начали что-то писать, и все это было разное. Я вообще не понимала ни одного слова. Кроме того, интернета-то дома не было. Это сейчас ты взял телефон и написал на другой конец планеты что угодно, как хочешь. А тогда надо было поднимать попу, идти в интернет-кафе, платить денежку по времени и там читать свои письма и заниматься там, подключаться к всемирной сети, скажем так. Я приспособилась распечатывать эти письма и дома со словарем и слезами переводила их. Я понимаю, сейчас, конечно, это все кажется очень странным, что тут-то такого скопировал в Google переводчик, забил и тебе выдал перевод. Ну, может быть, не точный, но какой-то выдал. Ну да, ну тогда такого не было. И решение пришло само собой: иди учи английский. Ну так вот, почти в 40, ну еще не было мне 40, но около того, я начала учить английский. Кто бы мог подумать, моя учительница, преподавательница из института, она бы, наверное, была в шоке, потому что это единственный предмет, который я завалила в институте. Так что фраза «в 40 жизнь только начинается», да-да-да, это она. Или «век живи, век учись», выберите то, что вам нравится больше. Ну, так вот, английский он учился очень как-то медленно. Сначала я стала понимать более-менее написанное, и каким-то невидимыми силами могла писать ответ. У меня была куча разных заготовленных фраз, которые я, на мой взгляд, очень ловко вкручивала, вставляла во все письма. Но в один прекрасный день на голову свалилась радостная радость. Появился скайп. И тут всем захотелось общаться вживую, посмотреть, к тому же, если избранный тобой объект обожания соответствует действительности и фотографиям. Меня эта идея повергала в ужас. То ли от того, что у меня медведь на ухо наступил, у меня вообще абсолютно музыкальный слух отсутствует напрочь.
Я на слух речь вообще не воспринимала. Если я слышала иностранную речь, мне казалось, что человек одним предложением вообще всю фразу говорит. Поэтому, ну, короче говоря, я еще была не на том уровне. И по этой причине я всеми правдами и неправдами отбрыкивалась от предложений пообщаться по скайпу. Я так полагаю, у моих кавалеров закрадывались сомнения насчет моей личности. Ну, чего это она не хочет пообщаться, показаться, наверное, кривая, косая или... А еще что время, вот я помню очень хорошо, иностранцы все, они опасались, потому что многих тупо разводили на бабло. Там рассказывали истории, типа больные мамы, папы, инвалиды, дети, ну и так далее. И что надо делать срочно операцию за 10 тысяч, присылай деньги, бо завтра помру, повешусь. Ну, и мое, соответственно, поведение вызывало подозрение, когда я оправдывалась, что мой английский недостаточно хорош, мне почему-то не верили. Я с завидным упорством грызла гранит английского. К тому времени я уже поменяла место работы. Ну, надо сказать, что прошло довольно приличный период времени. Там, наверное, год уже к этому времени прошел. Так вот, я поменяла место работы и просиживала днями в бутике постельного белья итальянского, такого крутого, по космическим ценам. Для меня вообще какие-то цены были недосягаемые. И, как вы понимаете, покупатели заглядывали к нам редко. Не только для меня эти были цены недосягаемые. И это были в основном подружки владелицы этого бутика или подружки подружек. Они приходили, щебетали о том, как они загорали на Лазурном берегу или там катались на лыжах в Куршавеле, что меня стимулировало с еще большим усердием повторять глаголы в перерывах от протирания пыли на полках и перекладывания с места на место наволочек и полотенец. И, наконец-то, чудо случилось. Из всегда включенного радио негромко лилась грустная мелодия. Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? И я вдруг осознаю, о чем идет речь. И в отличие от певца, собирающегося плакать, я радостно вскочила и закружилась по бутику в торжествующем танце победителя. Я начала понимать речь. Вы представляете, это был прорыв, что для меня это была радость радостная. Ну, если вы думаете, что теперь я легко могла говорить часами по скайпу, обсуждая погоду, природу, рецепты и политическую обстановку в стране, нет. Это я была на фазе... собачьей фазе, то есть когда все понимаешь, но говорить не можешь. И из этой фазы я выходила очень, ну, не знаю, может, возраст сказался. Ну, короче говоря, говорить я долго не могла еще. Ну, и, не знаю, может, я стеснялась. Ну, мне все обещали, не переживай, обязательно произойдет. Это работает как выключатель в один прекрасный день. Тебе щелкает что-то в голове, и ты говоришь все. Ну, насчет выключателя не знаю. А вот бутылка вина совершила невозможное. И в один прекрасный день, то есть вечер, празднуя день рождения той самой подруги, которая меня зарегистрировала на сайте знаком, она уже, будучи глубоко замужем за англичанином, пригласила меня на свой день рождения. И, естественно, там присутствовал ее муж, и мы... говорили на английском, и вдруг меня прорвало. Как говорится, то нужных слов нам вовремя не вспомнить, то вовремя заткнуться не судьба. На следующее утро меня разбудил телефонный звонок. Я с раскалывающейся головой услышала восторженный монолог моей подруги. Она восторгалась моим английским, и ее муж не мог поверить, что я никогда раньше не говорила на английском. Я слегка начала нервничать, честно говоря, потому что не очень четко помнила, о чем я там вообще вещала вчера вечером. На что моя подруга проржала и сказала обо всем, даже анекдоты травила.
Память постепенно начала возвращаться, и да, анекдоты были из книжки обучалки. Знаете, такие, где наверху страницы анекдот на английском, а внизу на русском. Я тогда практически наизусть эти все анекдоты знала. Там их, наверное, штук 100 было. И вот, оказывается, выпал случай блеснуть в обществе своим знанием. Одним словом, вроде не опозорясь. Ну, подумала, это же, что же, каждый раз, чтобы говорить на английском, мне надо пить, так я ж сопьюсь. Тогда я решила пойти на встречи с англоговорящими волонтерами. Тогда было модно, молодые парни из Америки приезжали проповедовать и организовывали такие встречи. Мы шли, чтобы практиковать английский, а они обратить нас к Господу. Но не всегда у нас это получалось. В смысле нам общаться, а им обращать. Некоторые из них вообще пускались во все тяжкие, некоторые уезжали. Ну, в общем, что-то с этими встречами не получалось. Ну, в конце концов, после 2 лет переписки с разными претендентами, ну, это даже перепиской нельзя назвать, после пары писем все хотели поговорить по скайпу или хотя бы по телефону, но я упорно боялась и отказывалась. И вот настал этот прекрасный день, и я получаю письмо. Поначалу все как обычно. О природе, о погоде, где живешь, чем увлекаешься, кем работаешь, бла-ла-ла. И опять уже по накатанной схеме отправляю заготовку. Но это первое письмо как резюме, все одно и то же. Один раз написала и отправляю. На следующий день меня ждал великий сюрприз. Я получаю ответ: жди, я переезжаю завтра. Что там письма писать? Приеду, поговорим, познакомимся поближе, лично. Ну вот, на сегодня, пожалуй, и все. В следующем видео вы узнаете, кто приехал или не приехал, и как это все дальше развивалось. Жду от вас отзывов очень сильно. И покажу, на каком я этапе тут сюазик, раз уж вы слушаете под нее мои истории. Здесь дошла я до этого места, и я думала, ой, ну все, мне остался один корсет вот здесь такой. А потом я смотрю, а подол-то я не дошила, мне-то еще на подоле надо вот этот кусок вышить. Ну, короче, сейчас схемку, там кусочек покажу, думаю, ничего не случится. Я-то начала вот отсюда, а вот это еще мне все предстоит. Ну, короче говоря, рано я радовалась, и еще есть время рассказывать вам истории. Ну и наконец-то пришла суббота, и перед вами готовая работа. Ну, не прелесть ли какая? Не чудо ли чудное, как говорит моя подруга. Полюбуйтесь на эту красоту. Dimensions, Gold Petit, зимняя сценка. И я ее закончила. Я закончила ее уже давно, я вам показывала. Но оставался бэкстич, и вот наконец-то я доделала этот бэкстич. Посмотрите, какая красота необыкновенная вышла. И что лишний раз подтверждает, что превью вообще не говорит ни о чем. Первый раз я делала кординг, не очень он у меня удачно получился, ну а я его оставлю так, как есть, не буду я его уже переделывать, потому что, честно говоря, ну, замахалась я немножко с этим бэкстичем и с этим кордингом. Ну, оно, на мой взгляд, того стоило. Давайте посмотрим все это поближе, если сфокусируется телефон. Вот здесь мейлбоксы, то есть почта. Собачка, мне это очень нравится. Вот, наверное, самый любимый персонаж во всей этой истории – это вот эта собачка. Девочка бежит с саночками. Ну, это мне так напоминает наше детство. Ну, вот в моем детстве зима была вот такая. Мы ходили на улицу, мы там до темна катались на санках, у нас была горка. И мы приходили домой насквозь мокрые от снега, вешали свои штаны, там, варежки, шапки, шарфы на батарею, а на следующий день, когда нам надо было идти снова гулять на улицу, доставали, а это все стояло таким коробом, и оно там как бумага такая не сгинающаяся, и мы мяли вот таким образом, и потом только одевали эту одежду, потому что, ну, это было бесполезно.
Ну, было здорово. Зима была настоящей зимой, вот такой, как здесь, с коньками, с санками, со снежками, со всеми атрибутами зимы. И вот, так сказать, на память потомкам, судя по тому, как разогревается наша планета, с какой скоростью, скоро мы можем увидеть снег только на Северном полюсе, я так подумала, потому что у нас сегодня какое-то там середина апреля, 13 апреля, вот, и у нас вчера и сегодня 28 градусов в тени, нормально, и мы ж не на Сицилии даже, мы в Швейцарии, да, в Южной, но в Швейцарии. Так что вот такая прекрасная работа, мне понравилась. Это было гораздо легче. Это Gold Petite Dimensions. Ну, первый мой Gold Petite Dimensions была Oriental Beauty, бабочка, вы ее все знаете. Вот там я намучилась. Ну, намучилась я, скорее всего, потому что надо было вышивать на 18-й канве, на черной. Я ее исключительно вышивала летом на улице. А это я вот тоже, это 18-я канва. Ну, это светлая канва, белая, я ничего не меняла. Здесь, как видите, вот это внизу, эта рама зашита полностью, полукрестиком 4 сложения. Здесь очень много полукреста, вот это голубое, все эти дорожки. Здесь, сейчас, подождите, ножницы возьму, то пальцем, как обычно, тыкаю. Вот здесь у нас крест в небе, в лесочке. Вот здесь дерево белое, полукрест, это эти домики полукрест, темный крест. Здесь крыша тоже полукрест. Ну, короче говоря, здесь вот это полукрест. Ну, несложно было вышивать абсолютно. Ну, единственное, что вот здесь тоже это белым, все белым, полукрест. Единственное, что белым по белому было, ну, как-то не очень. Как-то очень не очень. Я покупала этот набор, и у моей подружки Мэгги в магазине, которая уже уехала к себе на родину. И сейчас покажу вам остаточки. Так, остатков было довольно-таки много, должна я сказать. Сейчас мы как-то это все разместим. Зайцев отодвинем, вот здесь это оставим, любоваться, хоть и не зима. Была вот такая целая катушка крейника. Крейника осталась половина. Видите, уже тут просвечивает уже катушка сама. Ну, вот. Не понравилось мне вышивать крейником. Rainbow Gallery гораздо лучше ниточка. И вот посмотрите на остатки. На второй отшив не хватит. Наполовину отшива, скажем так, хватит. Некоторых ниточек здесь вот уже совсем мало осталось. Видите, вот это в деревьях, где было. Белого осталось, но на второй отшив не хватит, потому что кординг здесь из белого тоже крутится в 6 сложений нитка, кординг получается. Ну, в принципе, как бы дают тебе шанс на ошибку. Вдруг, если ты ошибся, что со мной случается довольно-таки часто, то можно распороть и перешить. Ну, в этом, как ни странно, со мной не случилось ничего. Я, по-моему, здесь даже ничего не порола. Удивительное рядом. Вот. Этот шум, если вы слышите, это муж делает кофе. Вот это у нас такая зверь-машина, которая делает кофе. Ну, нравится мне, все нравится здесь. И деревья эти нравятся, и листочки вот эти оставшиеся на деревьях, которые еще не отлетели. Дяденька в шляпе в такой. Не холодно ему, интересно, в такой шляпе по такому холоду уши не отмерзли. И легко было вышивать. Ну, как я уже говорила, превью, оно не отражает действительности. Вот здесь ты сразу видишь, что это вот тень от заборчика, что вот это тоже идет заборчик, и тоже от этого заборчика тень. Значит, у нас солнышко уже садится, это уже вечер. Ну, как зимний вечер,
уже ближе к вечеру, скажем так. На крышах поблескивает снежок, если вам видно этот креник. Вот. И такая замечательная, мирная такая картинка. Очень-очень-очень мне она нравится. У меня есть еще летний сезон, как это, Gold Petit. Там, знаете, такая пристань, типа такой в лесу домик, пристань, и на этой пристани собачка сидит. Ну, и она такого же точно размера, и я вот думаю, это будет у меня зима, а то у меня будет лето. Но пока я не собираюсь тут начинать, потому что уже поначинала столько, что не знаю, за что хвататься. Вот, друзья, такие дела. Вот что произошло на этой неделе. Я надеюсь, мой вышивальный влог вам понравился. Сейчас в конце я вам вставлю небольшое видео, там минуты 2-3, не больше. Сегодня утром мы ходили смотреть водопад. Деревушка называется Ровье. В этом году у нас было много снега, много воды, и поэтому есть водопад, потому что в предыдущие 2 года у нас была почти засуха, и водопада этого не было. Ну, там такая тоненькая струечка какая-то текла, а вот в этом году очень красивый водопад. Кому интересно, продолжайте смотреть. Кому не интересно, я с вами прощаюсь. До следующего видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Что-то у меня все остановилось и все замерло. Я не могу понять, это знак, что что-то идет не так, что-то не нравится. Если есть какие-то предложения, пожелания, добро пожаловать. Я отношусь положительно к конструктивной критике, ну, не к оскорблениям. Так что всем хорошего дня и всем пока-пока. Prima va in vacanza in Messico.